как я стала писать ритмы, это очень интересный вопрос, потому что я их пишу всегда. Когда человека спрашивают как, значит, должно быть какое-то начало, должен быть какой-то конец. А если я с этим родилась, ровно так же, когда меня спрашивают, откуда у вас эти знания? Я говорю, я и есть это знание, я и есть эти ритмы. Поэтому, конечно, когда я их начала писать, как моя мама говорит, с самого раннего детства, это первое, что я проговорила, вообще это уже было зарифмованным ритмом. Получается, что да, меня всегда просили, напишите стих для того, стих для другого, стих для третьего. И все эти стихи записывали, когда мой любимый ракетный центр начал меня поздравлять моими же стихами, я поняла, что достаточно, что-то не то. У меня уже это все превратилось в антизнаки, лучше бы они мне сказали пару хороших слов просто, нежели мне читать мое же. Потом люди продолжали требовать и требовать, и тут я от них абстрагировалась. И я решила, что я буду писать не для конкретного человека, и даже не для всего человечества. Я просто буду говорить лучами, говорить тем бесконфликтом. И если какой-то конфликт есть, я его втяну и уничтожу своими словами тут же, лишь бы для человека вышел вот этот сгусток света, который его пронзал, чтобы он кормил его мозг. Стихи ведь тоже кормят, но сердце, через гормональную систему. А здесь, наверное, я начала кормить мозги, когда абстрагировалась от конкретных заказов конкретных людей. Но я не встречала. Я много читала философию, много, естественно, занималась наукой. Это была моя естественная деятельность. И иногда хочется расширить свои знания, взять что-то. И вот тут тоже была такая научная конференция. Она оказалась в моем родном университете, который я закончила. И, конечно, интересно, когда перед тобой сидят твои преподаватели, но ты уже не студентка, ты уже просто с ними беседуешь. И вот я слышу их переложение. Тот-то сказал то-то, этот-то сказал то-то. Я же прекрасно знаю, как пишутся научные труды. То есть берется огромное количество авторов, это все препарируется каким-то способом и потом отдается. И так пишутся диссертации разные. Очень редко, когда что-то гениальное и новое изобретается, а чаще всего это такой симбиоз из разных-разных книг собранный, и человек делает только форму из этого. А формой же не накормишь мозг, можно только, может быть, чуть расширить, взять какое-то восприятие. Философия, она считается родоначальницей всех наук. Поэтому на философии можно отдохнуть, пожалуй. То есть мозг накормить нельзя философией, но чуть-чуть дать ему возможность поплавать по волнам можно, чтобы он отдохнул от конкретных целей. Ну вот как, когда я проводила в научном городе, как наукообразный город Обнинск, мне тут же предложили сразу, возьмите еще актеров, пусть они дадут вам возможность отдохнуть, что обязательно на любой научной конференции должны присутствовать актеры, пусть они там попоют, попляшут перед вами, и вы чуть-чуть расслабите свой мозг. То есть философия для меня вот такое расслабление мозга, в котором практически ничего не достичь, но каким-то способом можно повзаимодействовать и чуть-чуть покайфовать, что ли, возможно. Но, к сожалению, это все вторичное, это все переработка уже чего-то готового. Всегда мне хотелось найти что-то такое новое, вибрационное, еще напитаться тем, что никто не ел, что ли, до тебя. А когда из мозга что-то выбрасывается, кто-то уже это съел, потом выбросил, съел, выбросил. Ну, это уже у каждого свои вкусы, наверное. Но я считаю, что все, кто будет смотреть
и слушать, очень скоро ощутят, насколько им легко живется, насколько их мозг становится многограннее и многофункциональнее. Поэтому приглашаю вас к себе за огромным количеством счастья, за огромным количеством чудес, которые с вами будут происходить. И как все мои уже говорят, материализация происходит мгновенно, даже боюсь что-то желать, потому что желания исполняются раньше, чем возникают. Так что добро пожаловать, и вместе с вами с удовольствием разделю счастье, всеобщего знания, начала и удовольствия. Ну, поскольку меня часто называют писательницей, поэтому подписывайтесь. И вот эти два пальчика, один звездный разум отражает, а второй разум сути. Поэтому все самое главное, все самое сутевое будет у вас. Ставьте палец!